На фестском диске изображение кошки встречается целых 11 раз. Встречается она и на Пуповинной горе, и в еще более древнем заповеднике петроглифов Ухтасар в Армении. А египтяне поклонялись богине с головой кошки. Само слово «кошка» египтяне произносили через звукоподражание. Безусловно, в древности кошка имела важное символическое значение. Но можем ли мы выяснить, какое именно? В чем самая выдающаяся черта характера кошки? Скрытность. А она терпеть не может, когда ее видят. Действительно, в иврите слово «кот» произносится как «хатул», которое связано со словом «лехател», что означает «пеленать». Ну а как же с наиболее распространенным в мире названием кошки? Современная лингвистика оказалась не в состоянии объяснить природу происхождения слова «кот». Между тем, все эти слова восходят к шумерскому «каду», что означает «скрывать», «покрывать». Именно это шумерское слово перекочевало в армянский язык, приняв значение «кот», «кошка», а затем распространилось по всему миру. И до сих пор на западном диалекте армянского оно произносится как «каду», а в восточном – как «кату». При этом в эпоху раннего христианства, наряду с некоторыми иными словами, как, например, «каридж», что означает «скорпион», на слово «кату» было наложено табу. И причина для этого была весьма веской. Но об этом в иной раз. Многим из вас уже понятно символическое значение кота на фестском диске, но я предлагаю не спеша пройти дальше. Греческое название кошки – гата. На мой взгляд, автор фестского диска употребил здесь именно это слово. Далее в дело вступает то, что древние греки обозначали термином «эрменевтика». И вот вам пример. Гата на греческом означает «кошка», а на армянском это название пресного пирога. Такой же пирог испокон веков приготавливали и в Греции, но называется он Василопита, в честь святого Василия, именины которого совпали с Новым годом. В Греции, как и в Армении, христианские мифотворцы извратили смысл и этой традиции. Ведь и в самом деле, даже узоры, традиционно наносимые на гату, подсказывают, что это имитация следов кошачьих когтей. Уверен, до сего момента вряд ли какой-либо из современных пекарей осознавал смысл этих узоров. А ведь это поразительный пример слияния целесообразности и символизма. Поэтому надо понимать, что всякие подобные изощрения априори лишают продукт права называться гатой. Но в чем заключается связь между кошкой, гатой и фестским диском?